Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Это третья серия об отдыхе мечты на Лазурном берегу Франции. Мы совмещаем семейный отдых с учебой внука в теннисной академии. В уютном городке Рокфор-ле-Пен среди холмов и сосен арендовали виллу. Сегодня день контрастов. Утром школа и дела, а потом прогулка по одному из самых красивых городов Франции – Сен-Поль-де-Венсу. Как вам такой сценарий? Давайте напишем эту историю вместе. Приглашаем поучаствовать. Подписывайтесь и ставьте лайк. Сегодня Тони отдыхает, а мы на дежурстве. Везем Тайлера на тренировку. Будет интересно взглянуть на теннисную академию изнутри. Сейчас летние каникулы, и сюда съезжаются дети со всего мира тренироваться и дружить. Понаблюдаем, как живет академия. Пока Тайлер на занятиях, прогуляемся. Это не просто школа, это целый спортивный мир. Теннисные корты, площадки, бассейны, гостиница, ресторан и даже водные горки. Заглянем в магазинчик. Здесь мастер вручную перетягивает теннисные ракетки. Никогда не видела, как это делается. А вы? Занятия закончились. Теперь культурная программа. Нас ждет Сен-Поль-де-Венс. Дорога вьется среди холмов. Пока мы едем, напомню, о чем были предыдущие серии. На Лазурном берегу мы уже побывали в старом городе Антиб. Прогулялись по его улочкам, полюбовались белизной яхт на фоне синего моря. Заглянули на рынок. Вдохнули ароматы французской выпечки. Прекрасные впечатления остались у нас от виллы Эфруси-Ротшильд. Изысканные интерьеры, антиквариат, роскошные сады. А на их фоне шокирующая история о лотосовых туфельках и древнекитайской традиции. Если вы еще не смотрели эти серии, приглашаем. Ссылки в описании. А мы уже подъезжаем к Сен-Поль-де-Венсу, одному из самых живописных уголков Прованса. Уже видны крыши старого городка. Эти пейзажи веками вдохновляли художника. Здесь жил и работал Марк Шагал. А вот и Сен-Поль-де-Венс. Важно найти парковку. Проходим через старинные ворота. Под ногами вековая брусчатка. Город встречает нас каменными стенами. Сначала немного экстрима. Узкая крепостная стена, крутой обрыв. Одно неверное движение, и можно соскользнуть. А так хочется оглянуться и рассмотреть все вокруг. Тони идет сзади и спокойно говорит: «Аккуратнее, держись правой стороны». Фраза возвращает к реальности. Останавливаемся сделать кадр, полюбоваться окрестностями с высоты. Внизу у подножия стены старинное кладбище. Здесь покоится Марк Шагал. Скромная могила и живые цветы, оставленные поклонниками. Вот фотопортрет художника и пара его известных работ. Экстрим позади. Теперь только приятные эмоции. Всем привет! Мы приехали в городок Сен-Поль-де-Венс. Вот
Гуляем по старинным улочкам. Невозможно пройти мимо лавки, в витрине которой охапки лаванды. Аромат доносится еще с улицы. Прованс и лаванда – две составляющие одного целого. Заходим внутрь. Здесь лаванда повсюду, в букетах, саше, мыле, масле. А у самого порога просто мешок с семенами. Вы такое когда-нибудь видели? Проходим дальше. Рай для сладкоежек. Нуга. Нуга – это традиционное французское лакомство из меда, орехов и взбитого белка. Она мягкая, тягучая, сладкая и, как Прованс, пахнет миндалем и ванилью. Интересно, а как ее режут? От такого искушения невозможно отказаться. Хрупкая женщина за прилавком с легкостью и уважением режет огромный кусок нуги тяжелым ножом. Идем дальше. Улицы сменяются галереями. Их здесь десятки. В 50-х Сен-Поль стал арт-резиденцией. Сюда приезжали художники, коллекционеры, галеристы. Шедевры оставляли прямо в ресторанах в обмен на ночлег и ужин. Мы не будем показывать картины, но взгляните на эти вывески. Каждая как приглашение в мир искусства. Их здесь так много, что, кажется, искусство стало частью улиц. Здесь что ни шаг – выставка, арт-объекты на каждом шагу. Город живет и дышит искусством. Вот витрина. Сколько в ней вкуса и стиля. Оформление магазина как часть экспозиции. Ароматы лаванды не единственное искушение Сен-Поля. За витриной фирменный коньяк Годет. 400 лет истории виноделия. Мы не могли пройти мимо. Улыбка продавца, легкое движение, и в бокале появляется янтарное золото. Это не просто напиток, это вкус Франции. Здесь и парфюмы того же бренда. Мы снова не смогли устоять. Франция, мы тебя любим! Гуляя по узким улочкам, где едва разменешься, не коснувшись плечом, ловишь себя на мысли. Здесь стены не давят, а будто принимают тебя в свой уютный мир, почти сказочный. Знакомо вам такое ощущение? Каждый поворот как сцена, все вокруг как декорация. Невозможно удержаться, хочется снимать и сниматься. Мы, конечно, не отказали себе в удовольствии и сделали несколько удивительных фото. А еще двери, каждая со своим характером и настроением. Пороги, ручки, краски, словно галерея на открытом воздухе. Сен-Поль-де-Венс и правда художник сам по себе. Если вы чувствуете так же, оставьте комментарий и подпишитесь, а мы продолжаем путь. Когда путешествуешь всей семьей, ничто не ускользает от взгляда. Каждый замечает что-то свое, и это ценно. Обратите внимание направо. Кто-то нашел свое место в галерее, а кто-то между небом и камнем. В Сен-Поль-де-Венсе даже воздух – часть экспозиции. Старая брусчатка приводит нас к главной площади. Здесь фонтан 1615 года, а рядом каменная раковина, в которой когда-то полоскали белье. Главная достопримечательность – церковь Святого Павла, построенная еще в XII веке. Зайдем внутрь и дадим своим эмоциям немного утихнуть в этом тихом, умиротворяющем пространстве. Никто не спешит, и нам тоже хочется немного помолчать. Посреди улицы кошка. Не убегает, не торопится.
только слегка прищуривает глаза и провожает нас взглядом. В этом городе все знают себе цену, даже кошки. А мы уже изрядно проголодались. Самое время подкрепиться. Хорошо, что мы заранее забронировали ресторан. Столик под старой липой сервирован и ждет нас. Начинаем обед традиционно, с бокала шампанского. Мы же во Франции. Первому приносят еду Тайлеру. А вот и наше блюдо. И мы хотим показать, как красиво и виртуозно официант разделывает рыбу. Настоящее наслаждение наблюдать за ее выверенными движениями. В завершение французский десерт. Ну как отказаться от такой красоты? Прекрасное завершение прогулки по Сен-Поль-де-Венсу. Говорим до свидания этому прекрасному месту. Нам здесь было очень хорошо и интересно. Еще утром мы пообещали Тайлеру. После прогулки играем в прятки. Обещание нужно сдержать. Вернулись на виллу и сразу в игру, пусть и не в полном составе. 4, 5, 6, 7, 8. Разбегайтесь. Сколько же хохота и радости! Какие ценные моменты семейного общения! А во что вы играете, когда собирается вся семья? Поделитесь в комментариях. Вот таким интересным, насыщенным и полным новых впечатлений запомнится нам этот день. Еще один день отдыха мечты на Лазурном берегу. Мы написали эту историю вместе. Если она вам понравилась, дайте знать в комментариях и подпишитесь. Следующая серия уже на подходе. Не пропустите. А мы, как всегда, благодарим за просмотр и желаем всем мира и добра.